Проведем эксперимент с катушкой Смита. У нас есть две катушки, встречно намотанные, диаметр 3 дюйма, длина проводника в каждой 6 метров. Также у нас есть катушка L1 внутри, длина провода в ней 1,5 метра, то есть соотношение 1 к 4. В различных документах, где описывается настройка и работа данного девайса, практически нигде не сказано о роли конденсатора C2. Что именно он делает? В одном из таких документов, называется он «Доска Смита без фантазий», автор утверждает, что роль этого конденсатора – компенсация емкости, которую вносят провода, выходящие через одну из внешних катушек. Сам же Смит говорит, что этот конденсатор нужен для более точной подстройки одной катушки относительно другой. Цель данного эксперимента – выяснить, как будет меняться выходной сигнал при подключении конденсатора к одной из катушек. Поступающая частота с генератора 127 кГц. Видим сигнал с обеих катушек на осциллографе. Амплитуды равны. Также видим, что происходит при смещении внутренней катушки в одну сторону. Амплитуда сигнала одного уменьшается, другого увеличивается. По центру они равны. И наоборот. Сигналы одинаковы по амплитуде и находятся в фазе. Итак, начнем эксперимент. Возьмем конденсатор 330 нанофарад, подключим его к одной из катушек. Видим, что происходит. Сигнал стал противофазный. Вот так, без конденсатора, сигнал в фазе. А вот так с конденсатором, сигналы противофазные. Амплитуды разные. Амплитуды можно подстроить, смещая внутреннюю катушку. Амплитуда выровнялась, но внутренняя катушка стоит не по центру, она смещена в правую сторону. Это говорит о том, что емкость подобрана не совсем верно, она больше, чем нужно. Давайте попробуем взять емкость поменьше. Посмотрим, что будет. Это была емкость 330 нанофарад. Возьмем емкость 270 нанофарад. Подстраиваем амплитуды. Вот, теперь катушка внутренняя ближе к центру. Возьмем емкость еще меньше, 200 нанофарад. Вот, катушка по центру. Сигналы с обеих катушек противофазные. Убираю конденсатор. Сигналы в фазе, амплитуда практически одинаковая. Включаю конденсатор. Сигналы с обеих катушек в противофазе. Ну, не знаю.
назвать это более тонкой подстройкой, мне кажется, не совсем верно. Когда вы подстраиваете амплитуду более точно или частоту в пределах нескольких десятков герц, это да, более тонкая подстройка. Но когда у вас один из сигналов сдвигается по фазе на 180 градусов, это вряд ли можно назвать более тонкой подстройкой. Еще один момент. Сейчас у меня здесь произвольная частота. Частота, которая получается в результате индуктивности катушки L1 и подключенного к ней конденсатора C1. Без конденсатора резонанса не получается. Обязательно нужен конденсатор. В данном случае у меня конденсатор 470 нанофарад. Смит, насколько я его понял, говорит, что здесь не важно, какой частотой мы будем качать эту систему. Если у вас, к примеру, неоник на 35 кГц, значит 35. На 50 кГц, значит 50. Главное, чтобы соотношение катушки L1 и катушки L2 были 1 к 4. И тогда у вас все будет настроено. Но, как я понял из объяснения Романова, частота здесь должна быть не абы какая. Частота накачки данной системы должна быть такой, чтобы в данной длине проводника, в моем случае это 6 метров, уместилась лишь четверть длины волны. Таким образом, в одной катушке получится четверть волновой резонанс, в другой ЛЦ-резонанс со смещением по фазе. Получается вот такой вот расчет. 75-29 это четверть скорости света. Разделить на 6 метров, получаем частоту 12,5 МГц. Получается, что для конкретно этих катушек правильная частота будет 12,5 МГц. Возможно, можно использовать какую-нибудь кратную гармонику, например, 1/8 или 1/16 волны. Таким образом, частота будет не 12 МГц, а 6 или 3 МГц. Вот теперь смотрите, за что отвечает ЛЦ-резонанс. ЛЦ-резонанс отвечает за гармоничное перестроение структуры из этой в эту. А за что еще он отвечает? За количество энергии в системе. Вот это самая главная величина. То есть смотри, кто умножает напряжение? Напряжение умножает... Увеличение напряжения возникает за счет сложения волн. Понимаешь? Так вот, это первая величина. А второе за счет преобразования кинетической энергии в потенциальную. Вот на этом сидит ЛЦ-резонанс. И его самое главное свойство, вот первое его из свойств, это он определяет энергетическую емкость системы. Вот это главный его параметр. Я могу просто взять четвертьволновый резонанс, у меня умножится здесь напряжение, но энергетическая емкость системы нету ее никакая. Понимаешь ты? То есть емкость энергетическая такой колебательной системы, можно сказать, нулевая. А вот к ней добавку добавляет и вот этот параметр ЛЦ именно резонанс. Поэтому, если вы хотите получить грамотную систему, вы должны совместить две вещи. Одна отвечает за умножение напряжения, вторая
добавляет ему вслед и обеспечивает, то есть энергохранилище. То есть сколько вообще энергии мы можем телепать туда-сюда. Понимаешь? То есть если мы возьмем просто четвертьволновой, у нас энергии нет. У нас волна одну на одну наложилась, как бы, а энергии нет. И вот теперь последний момент, самый важный, что надо знать. Теперь смотрите, теперь вам нужно то, что я делал на опыте под названием удар. Изучить работу двух систем. Система первая, это у нас, когда здесь есть четверть, и здесь есть четверть. Итого полволны. Но одна система у нас имеет совмещение, то есть вот в этой части системы, вот здесь, в этой части системы, у нас совмещен LC с четвертьволновым резонансом. А в этой системе у нас просто четвертьволновой резонанс. А в общей системе у нас 1/2 лямбда с разнесенными энергетическими параметрами резонансной системы. Вот смотри, у тебя есть пустое ведро, и у тебя есть точно такое же полное ведро. Ведра одинаковые, да, все одинаковое, да. Так вот смотри, если ты производишь воздействие на это ведро и на это ведро одновременно, вот что тебе нужно сделать. Когда ты эту систему настроишь, ты должен произвести воздействие на обе системы одновременно. И вот эта разница фазовая между двумя абсолютно по параметрам одинаковым системам в плане, говорю, волн и частот, она тебе сразу же покажет фазовый сдвиг. И вот этот фазовый сдвиг осуществляет захват энергии. Запомни? Вот ты просто пни ведро с водой и пустое ведро. Ведро с водой что? Останется стоять на месте, либо отлетит на небольшое расстояние, а пустое ведро улетит далеко. Вывод следующий. Вот если вы хотите получить источник для извлечения энергии из окружающего пространства, вам нужно сделать 2 резонанса, абсолютно одинаковых, но с разной энергетической характеристикой. И на них повоздействовать. Но они должны представлять у вас одну систему, то есть совокупность. И вы на них воздействуете. Соответственно, один пошел по своей траектории после воздействия, второй пошел по своей траектории после воздействия. Разность фаз в траекториях воздействия — это и есть механизм захвата энергии с окружающего пространства. А дальше уже идет способ утилизации этой энергии. Его утилизировать именно с этой системы можно уже разными способами. Я предпочитаю утилизировать энергию через емкостную связь, потому что это очень удобно. Кому кто как захочет, ради Бога. Вот и вся схема. Понял смысл? Это вы хотели сказать? Да, надо просто объяснить людям, что есть матрица построения резонансных систем, есть алгоритм перехода от одной структуры в другую, то есть через элементы масштабирования. И вот это первое, что им надо научиться. Им нужно для себя арифметику, то есть сделать. На листике должна быть матрица перехода одного конструктива в другой конструктив. Потом второе, научиться получать четвертьволновой резонанс. Второе, LC-резонанс. Совмещать эти две резонансные системы. И потом уже резонансная система номер 1 и резонансная система номер 2, построенная в целую часть, изучить, как они внутри между собой взаимодействуют.